Всем привет! Сегодня первое видео из рубрики ASAP as short as possible или коротко, но доступно о чем-то сложном из мира спорта и физиологии. Сегодняшняя тема пойдет о вариабельности сердечного ритма, либо на английском heart rate variability, как использовать этот показатель для построения тренировочного процесса и почему все-таки лучше спать со смарт-часами на руке, а не снимать их перед сном. Не буду сдерживать время, приступим! Что такое вариабельность сердечного ритма? Каждый из вас в жизни хоть раз видел ЭКГ. На ЭКГ есть высокие зубцы, которые отражают каждое сокращение сердца. И, соответственно, вариабельность сердечного ритма – это изменение длины временного интервала между двумя соседними сокращениями сердца. То есть, если твое сердце бьется 60 ударов в минуту, это не значит, что оно бьется четко каждую секунду. Один интервал между двумя сокращениями может быть 0,9 миллисекунды, а следующий, например, 1,1 миллисекунду. И это все относится к норме физиологии, а не к какому-либо нарушению сердечного ритма. Все непроизвольные аспекты нашей физиологии, то есть те, которые мы не можем контролировать, к чему, собственно, и относится частота сердечных сокращений, регулируются вегетативной нервной системой. Она разделена на две части – парасимпатику и симпатику. Парасимпатическая нервная система ответственна за снижение частоты сердечных сокращений, а симпатика, наоборот, реагируя на такие раздражители, как стресс или физическая нагрузка, увеличивает частоту сердечных сокращений и кровяное давление. Вариабельность сердечного ритма возникает из-за того, что эти две конкурирующие системы одновременно посылают сигналы к сердцу. Если ваша нервная система сбалансирована, то парасимпатическая нервная система заставляет сердце биться медленнее, а симпатическая быстрее. Это и является причиной вариабельности сердечного ритма. На вариабельность сердечного ритма влияет множество факторов, в том числе питание, сон, повседневный стресс и, конечно же, тренировки. И чем ниже вариабельность, тем ниже готовность организма к новым нагрузкам и раздражителям. И как раз таки спорт относится к этим раздражителям. Человек может даже не замечать, что он перетренирован. Однако, обратив внимание на данные о вариабельности, он может вовремя дать организму день отдыха или заменить интервальную тренировку на низкоинтенсивную. Также благодаря вариабельности сердечного ритма мы можем выявить недочеты нашего образа жизни, питания, сна, работы, повседневного стресса, которые снижают наши спортивные показатели и являются ограничителями улучшения физической формы. К сожалению, не существует норм вариативности сердечного ритма, и они, как я уже упоминал, строго индивидуальны, поэтому каждому гаджету, который умеет измерять вариативность, при первом использовании необходимо определенное количество времени для сбора данных именно об этом конкретном пользователе, для того, чтобы в итоге вывести среднюю нормальную цифру и среднее нормальное показание именно для этого атлета. То есть, к примеру, для кого-нибудь это будет 50 миллисекунд плюс-минус 5. Для этого как раз таки лучше спать с умными часами на руке, чтобы они измеряли вариативность. Именно ночные данные самые информативные и менее подвержены отклонениям. Уже от этих данных нам следует отталкиваться при принятии решений, будь то замена высокоинтенсивной тренировки низкоинтенсивные, а также анализировать причины низких данных, будь то стресс на работе или перетренированность. Зачастую даже одиночные эпизоды снижения вариативности могут предупредить тебя о наступающем заболевании, даже когда ты все еще чувствуешь себя хорошо. Как я и обещал, ASAP as short as possible. Если вы хотите, чтобы я сделал развернутое видео о вариабельности сердечного ритма с подробным разбором последних научных данных, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, какие еще темы вам хотелось бы увидеть на канале. Итак, подведем итог. Вариабельность сердечного ритма – отличный метод, позволяющий определить готовность атлета к дальнейшим нагрузкам. Не стоит забывать, что это вспомогательный метод, и нужно продолжать думать головой и опираться также на ощущения в организме.
Конечно, для использования вариабельности придется приложить дополнительные телодвижения, проверяя приложения и графики, что многие атлеты попросту не хотят делать. Собственно, для этого есть и тренер. Также 21 век слишком переполнен данными, поступающими от всех источников, что атлету бывает сложно понять, что такое хорошо, а что такое плохо. И зачастую любителю это просто-напросто не нужно. Пока.